Друзья мои, здравствуйте! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Вы давно просите меня снять видео, как я готовлю яблочную начинку для пирогов, пирожков и не только. Сегодня приготовим густое повидло из яблок. Такая сладкая домашняя заготовка прекрасно подходит в качестве начинки для любой выпечки. Рецепты с ее использованием уже есть у меня на канале. Она выдерживает высокие температуры и не вытекает из готовых изделий во время приготовления. Кроме этого, повидло можно кушать просто намазывая на хлеб или подать его к блинам, оладьям, сырникам и так далее. У меня в миске 3 килограмма 800 граммов спелых сладких яблок, хотя изначальный вес значения не имеет. Сколько есть, столько и переработаем. Для повидла как нельзя лучше подходят зрелые, желательно даже перезревшие плоды любого сорта, а также падалица. Для такой заготовки можно использовать всю некондицию. Слишком крупные или наоборот очень мелкие, дефектные и слегка подпорченные яблоки. Их необходимо хорошо вымыть, удалить сердцевину, обрезать все гнилые, червивые, порченые и побитые участки. Кожицу при этом удалять не надо. Если плоды не крупные, разрезаем их на 4 части, крупные на 6-8 частей. После предварительной обработки у меня в миске осталось 3 килограмма 200 граммов подготовленных к варке яблок. Засыпаем их в кастрюлю, в которой будем варить. И туда же, в зависимости от их сочности, вливаем 100-200 мл обычной воды, чтобы на начальном этапе варки, пока яблоки не пустят свой сок, они не прилипли к дну кастрюли. На среднем огне доводим массу до кипения и периодически помешивая, провариваем яблоки под крышкой до полной мягкости. В зависимости от сорта яблок, их количества, сочности и степени зрелости, на это может уйти от 30 до 50 минут. При желании в середине варки к яблокам можно добавить любые свежие или замороженные ягоды, чтобы в результате приготовить комбинированное фруктово-ягодное повидло. Например, яблочно-малиновое, яблочно-смородиновое, яблочно-вишневое и так далее. Ягод берут, как правило, 1/3 от веса подготовленных к варке яблок. Убедитесь, что яблоки очень хорошо разварились и стали мягкими. У меня яблоки варились 45 минут. Пробиваем массу погружным блендером как можно тщательнее, практически до однородного пюре, чтобы измельчить кожуру, в которой содержится большая часть яблочного пектина. Если у вас нет блендера, сразу протирайте массу через сито или предварительно пропустите ее через мясорубку. Чем лучше сварились яблоки, тем легче потом протирать массу в пюре. Протираем горячую фруктовую массу через мелкое сито. Удобнее это делать жесткой силиконовой лопаткой или половником. В крайнем случае дайте массе слегка остыть, наденьте перчатки и протирайте руками. Из отходов остается только измельченная яблочная кожица и мелкие косточки, если вы варите повидло с ягодами. Но после пробивания блендером отходов очень мало. У меня отход составил 150 граммов, и сейчас в кастрюле 3 килограмма однородного яблочного пюре. На этом этапе пюре можно прокипятить, закатать в стерильные баночки и использовать для детского и диетического питания. Чем покупать непонятно что, лучше приготовить его самостоятельно из сезонных фруктов, ведь это будет натуральный продукт без сахара, консервантов и ароматизаторов, только чистейшее яблочное пюре. Но у нас другая задача. Мы варим густое повидло, и поэтому идем дальше. В зависимости от кислотности яблок на каждый килограмм протертого пюре добавляем от 500 до 700 граммов сахара. У меня яблочки сладкие, поэтому я беру 1,5 килограмма сахара на 3 килограмма пюре. Размешиваем до полного растворения сахара и обязательно пробуем на вкус. Если у вас яблоки были изначально кислыми и масса получается уже вкусной, кисло-сладкой, то лимонную кислоту добавлять не надо. А если, как у меня, очень сладкие яблоки и масса получается приторно-сладкой, обязательно добавьте пол чайной ложки сухой лимонной кислоты.
Доводим смесь до кипения, и как только она начнет активно булькать, уменьшаем нагрев до среднего и, вооружившись длинной деревянной лопаткой с ровным срезом, не отходя от кастрюли, чтобы пюре не пригорело, постоянно мешая, увариваем массу. Хочу показать вам, как выглядит яблочное пюре на начальном этапе. Оно очень жидкое и просто льется с лопатки. Время уваривания зависит от интенсивности кипения, количества фруктовой массы, диаметра посуды и даже материала, из которого она изготовлена. Как правило, на это уходит от 1 до 2 часов. Для этих целей старайтесь подбирать широкую посуду с толстым дном. Вот так выглядит масса через полчаса кипения. Она уже чуть загустела, но все еще довольно жидкая. Периодически зачищаем стенки кастрюли с помощью силиконовой лопатки. Конечно, процесс уваривания довольно монотонный и утомительный, но наберитесь терпения, и результат вас порадует. Чем гуще становится масса, тем тяжелее ее мешать, но она не должна пригореть ко дну кастрюли. Вот так выглядит повидло спустя час кипения. Оно уже заметно густое, слегка потемнело, и его уже сейчас можно разливать в банки. Но я проварю еще полчаса, чтобы в результате получилось максимально густое повидло. Итак, друзья, прошло 1,5 часа уваривания, и теперь посмотрите, как выглядит готовая масса. Повидло даже в горячем виде очень густое, лениво стекает с лопатки, можно сказать, плюхает, и оставляет на поверхности рисунок, который не растекается. Зачищаем лопатку, стенки кастрюли и в горячем виде разливаем повидло в банки. У меня стерильные пол-литровые банки. Крышки я прокипятила. Хорошо уваренное повидло настолько густое, что его даже в горячем виде приходится накладывать в банки, а не наливать. Закрытые баночки не переворачиваем и не укутываем. Даем им остыть при комнатной температуре и отправляем в кухонный шкаф, погреб или кладовку на хранение. Благодаря постоянному перемешиванию у нас кастрюля осталась чистенькая. Ко дну ничего не прилипло и повидло не подгорело. Последнюю банку закрывать не буду, и как остынет, покажу результат. Несмотря на то, что оно еще горячее, уже очень хорошо загустело. Из этого количества продуктов получается примерно 2,5 литра густого яблочного повидла. Такая заготовка прекрасно хранится в течение нескольких лет, а открытую банку необходимо держать в холодильнике. У меня как раз есть такая. И вот посмотрите, насколько густым получается повидло. Оно даже больше похоже на яблочный мармелад. Такая начинка уже точно не вытечет из пирожков и пирогов. Лучшее повидло получается из яблок и слив, но его также готовят из груши, вишни, абрикосов, персиков, клюквы, смородины и так далее. Повидло можно приготовить однокомпонентное или скомбинировать несколько видов фруктов и ягод. Ну что ж, друзья, я с радостью поделилась с вами рецептом приготовления домашнего яблочного повидла, которое было в нашей семье с самого детства. Готовьте с удовольствием, и пусть это сладкое угощение радует вас и ваших родных великолепным вкусом, бархатной текстурой и чудесным яблочным ароматом. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, готовьте вместе со мной и оставляйте отзывы. Подписывайтесь на YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик. В плейлисте «Заготовки на зиму» вы найдете и другие интересные рецепты различной консервации. А в плейлисте «Сладкая выпечка» рецепты пирогов, пирожков и печенья с начинкой из этого яблочного повидла. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!